Здравствуйте, друзья! Вы снова на канале Бульбаши деревни. И с вами, как всегда, я, Серега. На дворе середина осени. Все сельхозработы уже выполнены. А значит, наступило время для уборки всего сельхозинвентаря на хранение. В том числе и самодельной картофелекопалки. Но перед тем, как убрать ее на хранение, я бы хотел с вами поделиться ее конструкцией, дать размеры. Может, кому-то пригодится на следующий сезон. Поехали! Начнем, пожалуй, с рамы. Рама у меня Швеллер 65 на 35. Длина швеллера 80. Ширина 47. На заднюю у меня швеллера не хватило, поэтому стоял уголок. Уголок у меня 50 на 45. Но это не принципиально, если есть швеллер, можно швеллер. Так, давайте по колесам. Колеса, длина стойки 57,5. Крепление 2 уголка, сваренных вместе. Уголки 25 на 25. Ширина стоечки 2. Здесь приварена гайка и болтом. Болт 10. Так, колеса. Колесо 19,5 диаметр. Это самодельное колесо. Внутри труба. И по трубе подбирал подшипник. У меня получился 203. 203 подшипник. И здесь приварен болт 16. Давайте по маятнику. Или как это по-другому называется. Качелька это. 33 ширина. Высота от верха, ну и до низа вот полностью. 28. Ступенька это полностью 8 сантиметров. Расстояние от верха до центра подшипника, или шпильки, как по-другому, 66 сантиметров. До крепления этой вот тяги, сайлентблока этого, 21,5. Высота от этого сайлентблока до верха 18,5. Эти сайлентблоки у меня все стоят с автомобиля Rover 600. Перебирал я в нем подвеску, мы оставались БУ, в очень неплохом состоянии. За исключением, вот здесь у меня сайлентблок стоит от Жигулей классики с переднего рычага. А вот эти вот задние стоят от Audi 80 с балки. Отрезаны куски. Так, что дальше? Здесь я, наверное, говорил или не говорил. Так, 33. Здесь у меня сварено с уголков. Уголок 45 на 45. 2 вместе. Здесь идет квадрат труба 4 на 2 сантиметра, соответственно. Так. Подшипник здесь стоит у меня 304. 304 подшипник. Опять же, подбирал трубу под него. Ну, делал такую площадочку. Так. Длина тяги полностью вот этой вот. По центрам беру. 28. Стойка. Крепление ножа. По центру сайлентблока опять же беру 34.
сюда вот до верха. Так, давайте теперь регулировать высоту грохота. Вот штука. Она у меня 15 сантиметров. Между отверстиями по центрам по 4 сантиметра. Делаю 4 отверстия. Давайте теперь по ножу. Сейчас палочку переверну, чтобы было лучше видно. Нож. Кто смотрел мое видео, тот знает, что я там говорил, что нужно нож немножко доработать. Его я уже доработал, сделал вырез вовнутрь. Был у меня сделан сюда вот наружу, вырезал вовнутрь, как бы немножко подготовился уже к будущему сезону. Но грохот я еще не делал, буду еще грохот дорабатывать. Вот уже буду делать сразу картофель-уборочный комбайн, ну и все заодно будет. Так, нож, ширина 39 по внутрянке. Длина его 25. Так, мерим вот это вот до среза. 8 сантиметров. 8 сантиметров. Потом у меня идет так, получается вот от низа и вот до этого вот места 21 сантиметр, до куда идет сам срез. И здесь остается высота ножа у меня 15 сантиметров. Так. С самого верха у меня ширина 13. Расстояние от низа ножа, давайте отсюда померим, до центра болта, крепления сайлентблока, тяги ножа 32 сантиметра. Так, что еще? По эксцентрику. Это у меня ступица от телеги. Была лошадь, соответственно, телега была. Вот с этой телеги вот это вот ступица. Здесь я внутри не скажу, никакие не подшипники стоят, ничего. По этому поводу я вам не скажу. Ну, давайте снимем крепление к самому трактору. Возможно, кто будет делать такой же трактор, как у меня, может кому-то пригодится. Сделан, опять же, из уголка 35 на 35. Высота от верха рамы, давайте до крепления, 26 сантиметров. Так. Здесь, как так померить? Давайте от низа до центра крепления, вот до сюда вот, 28. Так, ну, здесь делал косыночки. Ну и здесь для укрепления, чтобы не гнула стойку ножа, не подвалась на никуда. Ну и сама конструкция, чтобы была крепкая. По эксцентрику. А как же правильно развернуть, так чтобы было видно? Давайте, наверное, сниму со штатива, покажу ближе. Что касается эксцентрика. Ход эксцентрика у меня 1,5 сантиметра. По кругу получается 3. При этом ход грохота у меня составляет 4 сантиметра.
Подшипник опять же стоит все тот же 304, один. Но если кто-то будет делать, я бы советовал поставить 2. Буду дорабатывать, это тоже учту. Так, сайлентблок, как я здесь сказал, стоит от классики Жигулей с передней подвески. Опять же, сайлентблок запрессованный в трубу, то есть чтобы была возможность его замены. Здесь у меня стоит шаровая от ровера 600 с переднего, с нижнего рычага. И опять же запрессовано все у трубы у меня. Здесь это резьба от наконечника, а здесь тяги. Ну, тяга, получается, отрезана резьба и в сваренном месте. Высота беру от центра крепления сайлентблока до центра шаровой. 19,5 сантиметров. Наверное, не сказал, что вот это вот. Давайте от этого рычага скажу размеры. Высота его отсюда до изгиба 13 сантиметров. Даже, наверное, на камеру будет видно. 13. Полностью его высота до сюда 21. Отсюда до сюда, если по прямой, 10 сантиметров. Ну, здесь, наверное, все. Больше показывать и нечего. Давайте теперь по грохоту. Грохот у меня арматура круглая, гладкая, 12. Здесь шинка. Размер шинки 40. Расстояние между прутками 4 сантиметра. Ну, опять же, это по центрам прутков. А именно, если вот эти вот отверстия 3 сантиметра. Высота крепления по центрам 32. Длина грохота я буду говорить по шинкам от первой до последней. 63,5. Ну и здесь по 6 сантиметров у меня еще на загибы. Ширина грохота 36,5. Но опять же, как я говорил в своем первом видео, нужно делать шире. Так как когда вот идет земля, вот здесь вот, на этом вот изгибе, она задерживается. Поэтому нужно в данном случае, ну в моем случае, вот эти вот удлинить, ну, где-то сейчас навскидку скажу, сантиметров на 5. И что будет делать? Здесь вот не 8, а 13. Ну, я бы посоветовал сделать, но это решать уже вам. Ну, друзья, наверное, все размеры я вам снял. Если что-то забыл, пишите в комментариях. Всем отвечу. Ну, а теперь будем убирать палочку на хранение до следующего сезона. В следующем сезоне покажу обязательно, как я буду ее дорабатывать. Ну, а вам спасибо, что смотрели это видео до конца. Подписались, конечно, если захотели. И до новых встреч!